Блин, что ж со скинами-то делать? Да не переживай ты так. Они останутся. А графон? Графон останется таким же? Останется таким же. Скорее всего. Ну ладно. Так что не паникуй. Чё за хуйня? Слышь, смотри. Бета-тестеры. Блин. Ты же сказал не паниковать! Ебать. Как вы уже могли догадаться, Source 2 ближе, чем мы думали. И на этой неделе все стало подтверждаться. Причем не где-то там, а непосредственно от разработчиков. Поэтому на повестке дня у нас последние новости недели. Так что приготовили свои ушки, смотрим спонсора и погнали. За окном уже весна, а нас продолжает радовать Hell Store, где можно поднять неплохие скины, играя при этом с реальными людьми. На выбор у вас 3 режима. Классик, где скидываешь оружку в общий стак, и чем больше положишь, тем выше шанс выигрыша. Разумеется, Coin Flip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать чужой скин. И, конечно же, колесо. Выбираешь значение и ждешь прокрута колеса. Ну а если тебе не понравился выбитый скин, ты всегда можешь его проапгрейдить. А также ты можешь попытать удачу, открыв бесплатно приз дня, выполняя несложные задания. Ну а при пополнении, если используешь мой промокод, получишь $2 на баланс. Не теряй времени и заходи на Hell Store. Ну что же, в нашей любимой игре уже почти как месяц нет никаких обновлений. Однако, как вы поняли, разработчики не сидят на месте и готовят версию CSGO на новом движке Source 2 для будущего бета-теста. На фоне этого в сообществе уже как больше недели происходит переполох. Небезызвестные личности, да и организации подливают масло в огонь и продолжают байтить простых пользователей игры, из-за чего поток информации, грубо говоря, превратился в мусор, так как многие байты это всего лишь байты. И даже несмотря на то, что игра действительно готовится к переходу на новый движок. И если еще неделю назад можно было хоть как-то в этом сомневаться, то на этой неделе все точки были расставлены. Дело в том, что еще в ночь с понедельника на вторник разработчики начали заливать версию игры на Source 2 в закрытую DPR-ветку. Конечно, много информации это не дало, потому что мы чисто физически не можем узнать, что конкретно в эту ветку заливают. Ну а параллельно с этим в сети начал гулять исполняемый файл CSGO s2.exe, который в свою очередь связан с будущей версией игры. Поначалу можно подумать, что это фейк, но походу действительно произошла большая утечка. И скорее всего разработчики очень сильно ударят по яйцам того, кто это допустил. Потому что Valve это как раз та компания, которая может засудить, выпотрошить и оставить ни с чем за такие проступки. Но на этом веселье не заканчивается. Позже один из разработчиков был замечен в сети Steam, играющий в CSGO на новой версии, а конкретно на 1.38.7.0, когда на секундочку наша версия игры находится на порядок ниже 1.38.5.5. Ну а обнаружена эта информация Aqua посредством системы Reach Present. Ну и чтобы вы понимали, с каждым обновлением игра максимум перескакивает на 1 или 3 единицы, но никак не на 15. И если предположить, что 7.0 это версия с новым движком, то получается текущей версии игры нужно как минимум обновлений 10 до версии игры на Source 2, что создает впечатление, что как раз таки столько обновлений игра получит до выхода бета-теста Source 2, а это как раз таки приблизительно после мажора в Париже. Но опять же, это всего лишь теория, которая очень хорошо вяжется с прагматичностью
прагматичной точкой зрения. Мы же в свою очередь не можем знать наверняка дату начала бета-теста. Он, как говорится, может начаться в любой момент. Так что воспринимайте это лишь как пищу для размышления. И казалось бы, куда уж дальше. Но именно сегодня ночью, а это со вторника на среду, мы получаем неопровержимые доказательства, что CSGO все же переходит на новый движок. Если раньше еще были скептики, которые воспринимали всю информацию как типичный слух, то на этот раз разработчики в DPR-ветку залили ограниченную тестовую версию CSGO на новом движке, где уже четко по белому прописан исполняемый файл cs2.exe. И это, как вы понимаете, не откуда-то там, а прямое доказательство перехода от самих разработчиков. Ну и само собой, разумеется, всю ночь была жара. Они несколько раз обновляли эту версию в закрытой DPR-ветке, что в конечном итоге создали новую закрытую ветку DPR-P, которая хрен знает что значит. Если же DPR-ветка это девелопер пререлиз, то в эту расшифровку добавлено еще одно слово, которое начинается на P. Предположительно, это слово продукт, но на самом деле кто их, черт возьми, знает. В общем, какой у нас итог? Как вы поняли, движуха не умолкает. Совсем скоро мы наконец-таки сможем лицезреть игру на новом движке. Ну а пока что просто ждем. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи! Так. Что же вы приготовили? Что за... Ты готов, парень? Вот такой у меня ствол. Здесь необходимы салфетки.